Всем привет, меня зовут Стася, я студентка Британской высшей школы дизайна на последнем курсе фэшена, и сегодня я буду показывать, как проходит развитие текстиля. Покажу, какие у меня сэмплы готовы на данный момент спустя чуть больше месяца работы, и некоторых своих одногруппниц, которые были не против, чтобы я их тоже поснимала, немножко повязала в их личное пространство. Все, что вы увидите сегодня, это лишь начальные этапы разработки текстиля для наших проектов. Сейчас мы создаем финальную коллекцию, весь год работаем над ней. По финалу у нас будет 6 луков, куча разных аксессуаров, там туфель, сумок, всего прочего. У всех, если что, разные темы, так что они абсолютно никак между собой не связаны. Мы можем использовать абсолютно любые техники, любые материалы, хоть силикон, хоть пластик, хоть все что угодно, но моя цель в этом году — использовать как можно больше переработанных материалов. Я стараюсь сделать коллекцию настолько экологически и положительной, как это возможно, так что я сейчас использовала первые 3 недели только все переработанные материалы. Тут не совсем все в хронологическом порядке, но одно из первых, чем я начала заниматься, это пытаться переработать вещи, которые были мне пожертвованы одногруппницами. И Маша Евстюхина одна из первых, кто мне дала, так что я начала ее свитера резать и обрабатывать на оверлоке, чтобы потом из них связать какой-нибудь сэмпл и посмотреть, что я могу сделать дальше. Но пока что с этими вязаными сэмплами я особо далеко не зашла. Этот принтер, он печатает термочувствительными чернилами, и с этой бумаги мы можем спокойно перенести на ткань с помощью пресса любой принт, который мы хотим. И это одни из моих первых тестов, которые я делала. И, к сожалению, единственная ткань, на которую легко получается перенести, это синтетика. Так что впоследствии мне пришлось все-таки приобрести небольшой кусочек, чтобы эти принты протестировать. Но вначале я протестировала несколько разных вариантов на тканях, которые у меня уже были. Я делала просто на кусках, делала патчворк из этих кусков и смотрела, что будет. И также еще, получается, сминала ткань, поверх которой я принтила, чтобы эти принты были неравномерно распространенные. Этот многослойный сэмпл я шила на специальной машинке для толстых тканей. Она обычно шьет кожу или джинсу. И тем не менее я умудрилась сломать иголку и затупить, наверное, свои ножницы. Мне просто больно смотреть на то, как я сейчас прорезаю это количество ткани. Я сделала несколько вариантов клетки, в которой каждая полоска сделана из документов, которые я сканировала у своих родителей. И на сканере потом пыталась их как-то преломить, сделать так, чтобы они были искаженные. Поскольку мне всегда хочется усложнить свои принты, добавить новых текстур, добавить элементов 3D и так далее, мне захотелось поверх уже своих дигитальных принтов сделать еще шелкографический принт, то есть настоящими чернилами сверху пройтись. И я использовала в этот раз прозрачку, это основа, которая позволяет видеть из-под краски то, что у тебя снизу, потому что я хотела, чтобы принты было видно. И использовала паф. А паф — это чернила, которые имеют в себе какой-то элемент, который под воздействием тепла поднимается и становится немножечко таким резиновым. А из-за того, что я использовала синтетическую ткань, под воздействием тепла от хитгана она начала немножко плавиться и съеживаться. Этот же эффект я узнала в прошлом году в конце, в самом последнем проекте, который называется Greetings from the Past. И у меня видео по поводу него тоже есть на канале, так что можете посмотреть, если интересно. Я его оставлю ссылкой внизу под описанием. Маша была первая, кого я попросила показать свои принты, и это я снимала с начальной недели, так что у нее сейчас гораздо больше на самом деле сделано, но, видимо, я покажу это уже в следующий раз по ходу развития проекта. Аня тут говорит, что единственное, что ей нравится в своем проекте, это цветовая палитра. На самом деле у нее сделано гораздо больше, и я просто не поснимала, но ничего страшного, еще покажу, я думаю. Красавица! Вам нужна вторая часть, чтобы потом ниточки сделать. Вот так. Russian history, of Russia, of witchcraft, and of the pre-Mongolian Russian. There's something about our ancient Slavic roots, and I'm going to dig more into the forest, into the floral ornaments, especially on the cathedrals of the pre-Mongolian times, and also on the stones, as everyone knows, stones have its own power. So everything is a little bit with magic, like a little bit with the power of
переходим к моим пробникам, и сейчас вы видите кусочки ткани, самые маленькие обрезки, которые у нас оставались, залитые эпоксидной смолой. У нас на столе в аудитории стоит коробочка, куда все скидывают свои маленькие обрезки, и я их использую во всякие разные пробники. И этот сэмпл я хотела использовать в качестве пуговиц или каблука для туфель, которые я в конце года буду делать. Конкретно здесь вы видите какую-то рандомную печать, которая у нас дома была, но впоследствии, естественно, буду использовать какую-нибудь свою собственную версию. Это были принты, которые я сделала буквально на первых 2 неделях или на первой неделе создания проекта, так что они абсолютно сырые. Это наглядный пример того, что ткань была недостаточно синтетическая, потому что принт не перевелся до конца ярко. Эти 2 одни из немногих вязаных сэмплов, которые пока что у меня сделаны, несмотря на то, что я изначально собиралась этим заниматься. Я хочу, чтобы вещи по итогу выглядели не так, как они кажутся на первый взгляд, и чтобы ваше восприятие было совершенно иным, когда вы смотрите на вещи, когда вы трогаете вещи. Так что с этим я еще поработаю, и думаю, может быть, силиконом это как-то залить, уплотнить этот материал и совершенно изменить его структуру. Меня всегда веселит, что на многих фотографиях, на документах штампы ставятся сразу поверх лица, и это что-то, что я хочу точно использовать впоследствии проекта, и, возможно, даже сделать маску с лицом и с принтом печати, который занимает, там, не знаю, пол лица. Это мой мусорный сэмпл, у меня здесь всякие разные техники одновременно происходящие, и несмотря на то, что все идет в разные стороны, и оно кривое, косое, мне он достаточно нравится. Этот сэмпл я задумала как петлю для соединения с пуговицей. Не знаю, каким образом я бы продевала это, потому что здесь я структуру сделала очень плотной, но посмотрим. Вот это тоже один из моих любимых сэмплов, потому что на нем огромное количество процесса. Сначала принтованное дигитально, потом разбитое разными полосками с принтом шелкографии сверху и теперь еще и с плессировкой. Его хочу прорезать на лазеркате, потому что я хочу посмотреть, как ткани будут сплавляться между собой, потому что большинство кусочков синтетические. А вот этот цветочки собираюсь заливать силиконом. Все свои сэмплы, когда я создавала, я кидала их на манекен, чтобы просто посмотреть, куда мне хочется их естественным образом поставить. И было много разных версий, это лишь то, что я решила поснимать. Мы сходили всей группой на показ британки на Mercedes-Benz Fashion Week, и у нас был маленький дедлайн, где мы должны были представить все свои сэмплы и процесс работы, который мы успели сделать на данный момент. Благодаря тому, что у меня нашлось несколько человек, которые были готовы пожертвовать свои материалы на переработку, я смогла первые 3-4 недели работать исключительно с переработанными материалами, не используя ничего нового. Знаменитый поезд, это была бы не британка, если бы не слышно было поезд. Чуть позже мне пришлось купить отрез ткани, чтобы на нем печатать, потому что на синтетику только переводятся хорошо принты, но ничего страшного, помимо этого всего у меня все было переработано, и даже самые маленькие кусочки я использую, как вы видели, в эпоксидке. Вот этот список 7 людей прекрасных, которые мне все пожертвовали. Одна девочка вообще из Амстердама, мы раньше учились
вместе на фаундейшене, это подготовительный курс перед бакалавриатом британки. Она переехала в Амстердам, и несмотря на это, она смогла приехать в Москву на свадьбу подружки и в это время перебрать ткани, чтобы потом ее мама со мной встретилась, и она мне передала. Так что спасибо, что даже из-за границы, из Амстердама ты способна поучаствовать в моем проекте. И, естественно, всем остальным людям, кто тоже пожертвовали. Одна девушка, к примеру, мы с ней вместе были спикерами буквально 3-4 недели назад на одной эко-обсуждении, эко-конференции. И у нее свой бренд, Анка называется, обязательно его посмотрите. Она делает сумки из обрезков кожи. После этого она мне еще свои обрезки отдала, и то даже она огромные куски отдала, так что спасибо большое. Некоторые фабрики, которые создают сумки, они вот такой кусок здоровенной кожи считают обрезком, потому что их лекало не влезает на него. Ну, чудесно, что нашлись люди, которые занимаются этой переработкой. И спасибо большое за участие в моем проекте. Кстати, я решила переформатировать немножечко свой YouTube-канал. Наверное, заметили, если вы в числе тех 22 человек, кто смотрел меня до этого момента, но раньше я выпускала видео на английском, писала на английском субтитры и так далее. Английского контента подобного очень много, а на русском мало людей, которые показывают, как это как бы за кулисье происходит. Мне кажется, что чем больше людей знает, тем лучше, потому что вам будет интереснее все это видеть, и, возможно, вы вдохновитесь сами начать что-то подобное. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь, если интересно посмотреть на создание финальной коллекции от нуля до конца, потому что фэшн-дизайн — это не просто нарисовал дизайн и, в принципе, готово. Тут огромный процесс, огромное количество работы, и я думаю, вы в этом сами убедитесь, если будете следить за видео. Подписывайтесь на Инстаграм, потому что там контент выходит немного чаще, чем у меня на Ютубе. Я стараюсь, конечно, это делать как можно чаще, насколько я могу, но, естественно, это происходит раз в полторы, в 2-2,5 недели. Так что в Инстаграме вы будете видеть больше всяких снапшотов, behind the scenes всей этой коллекции и, возможно, всяких наших туториалов с преподавателями тоже. Так что до встречи!